Алина Загитова, Анна Щербакова или Александра Трусова, кто главная королева каскада Лупс, Ридбергер? Алина задала моду на сложнейший элемент, совершив более 50 попыток, но самой стабильной его исполнительницей стать не смогла. Алина Загитова в далеком 2015 году начала свое восхождение к Олимпу, добавив в контент победоносный каскад тройной Лупс, тройной Ридбергер. И нестандартный элемент действительно принес ей все возможное золото в женском одиночном катании. Эстафету Алины успешно переняла другая воспитанница Этери Тутберидзе Анна Щербакова, именно с ней сейчас многие болельщики ассоциируют сложнейший каскад. Но Алина и Аня не единственные, кто из фигуристок прекрасно на регулярной основе прыгали Лупс, Ридбергер. Александра Трусова тоже долгое время каталась с ним на соревнованиях и только в олимпийском сезоне вдруг полностью исключила из своего контента. А ведь каскад у Саши получался отлично. Кто же главная королева Лупс, Ридбергера? Загитова, Щербакова или Трусова? Алина Загитова по праву считается законодательницей моды на Лупс, Ридбергер. Именно она начала исполнять этот сложнейший каскад в соревновательных программах на постоянной основе. Впервые пошла на него во время третьего этапа Кубка России в 2015 году, когда ей было 13 лет. И сразу осмелилась вставить новый элемент в обе программы. В короткой Алина упала со второго прыжка, но зато в произвольной выехала с небольшой помаркой. С тех пор Алина прыгала тройной Лупс, тройной Ридбергер на всех турнирах. Не всегда в обеих программах, но хотя бы в одной обязательно его демонстрировала. В итоге за 5 сезонов она успела откатать с ним 33 старта. При этом отказалась от него в произвольной лишь однажды. На чемпионате Европы 2019. Алина заменила тогда Лупс, Ридбергер на Лупс, Тулуп. Возможно, к такому решению ее подтолкнул срыв фирменного каскада в произвольной программе на чемпионате России 2019. Или сама Этери Тутберидзе посчитала, что ее звездной воспитаннице не стоит рисковать на важном, но не самом главном старте, тем более в отсутствие сильных соперниц. Лучше поберечь силы для чемпионата мира в Сайтаме. И Алина действительно в конце марта приехала в Японию с максимально сложным контентом. Она уверенно приземлила Лупс, Ридбергер в короткой и произвольной программах, и одержала безоговорочную победу. Алина успела чисто исполнить каскад тройной Лупс, тройной Ридбергер 34 раза из 54 попыток за всю карьеру. Это 63% успешности, что с учетом сложности элемента, отличный показатель. Выполнение этого каскада требует максимальной концентрации, а спасти его, если что-то пошло не так, практически нереально. К счастью, в большинстве случаев Алина с Лупс, Ридбергером справлялась. 3 из 4 срывов каскада у нее произошли на юниорских стартах. Во взрослых потерю элемента она допустила только на вышеупомянутом злополучном чемпионате России 2019. И, конечно, все помнят, как она ловко сделала Лупс, Ридбергер позже, чем планировала, в произвольной программе на Олимпиаде в Пхенчхане. Это было очень круто. Падений без потери каскада у Алины было немного. 5 раз она не устояла после выполнения Ридбергера. А такая неприятность, как бабочка, настигла ее Лупс, Ридбергера 1 раз. В 2018 году на этапе Гран-при в Хельсинки она вместо 3 оборотов на Ридбергере в короткой программе скрутила 1. Остальные 14 ошибок олимпийской чемпионки на фирменном каскаде связаны либо с недокрутами, либо просто с помарками на выезде. Но всегда быть безупречной не может ни одна фигуристка. Даже та, которая собрала большой шлем в женском одиночном катании. Анна Щербакова в каком-то смысле стала преемницей Алины Загитовой в отношении каскада тройной Лупс, тройной Ридбергер. Как и Алина, она превратила его в свое секретное оружие, которое не раз выводило ее вперед в короткой программе. При чистом исполнении Аня порой получала столь высокие надбавки за сложный каскад, что могла не задумываться об изучении тройного акселя. Она и без него набирала приличные баллы в короткой, оставляя соперниц позади. Да и в произвольной Лупс, Ридбергер никогда не был лишним,
особенно на чемпионате мира 2021 в Стокгольме, где Ани упала на четверном флипе. Золото мирового первенства ей принес, по сути, именно этот сложный каскад. Интересно, что прыгать Лутз Ридбергер на стартах Ани начала после тяжелого перелома левой ноги в юниорские годы. Она едва успела вернуться в соревновательную обойму, как вдруг в финале Кубка России среди юниоров 2018 преподнесла сюрприз. Безупречно исполнила каскад Загитовой в произвольной программе. Оказалось, в хрупкой девочке скрывается невероятная сила. Аня тоже старалась вставлять Лутз Ридбергер на каждом старте, но все же на 4 турнирах она отказалась от него в обеих программах. На чемпионате России 2019, Первенстве России 2019, Европейском юношеском олимпийском фестивале 2019 и Чемпионате мира среди юниоров 2019. Временное изменение контента произошло после неудачного выступления в финале юниорской серии Гран-при в 2018 году. Аня упала с Лутца в короткой программе и осталась без каскада. Еще одна потеря произошла с ней также в короткой программе, но на чемпионате Европы незадолго до Олимпиады в Пекине. После этой неудачи на самих играх Аня уже в короткой не рисковала и заменила Ридбергер на тулуп. Хотя Аня тоже прыгает Лутз Ридбергер 5 сезонов, соревнований у нее было меньше, чем у Алины, соответственно, и попыток каскада набралось меньше, 40. Цифра тоже не маленькая, к тому же для 24 старта. При этом по программам элемент распределился поровну. 20 попыток в короткой и 20 попыток в произвольной. Чистых попыток подавляющее большинство, 27, но падений, как и у Алины, 5 штук, а бабочек на одну больше. Обе бабочки случились в предолимпийском сезоне. Первая, на Ридбергере, в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи. Вторая, также на Ридбергере, но в произвольной программе на Кубке Первого канала. В целом же у Ани очень крутые показатели статистики по каскаду Лутз Ридбергер. 68% успеха. Однако выяснилось, что самый крутой показатель стабильности по коварному каскаду у другой воспитанницы Этери Тутберидзе. Александра Трусова недаром приручила целых 5 квадов в одной программе. Ее прыжковый талант не имеет границ. Каскад тройной Лутз, тройной Ридбергер ей тоже успешно покорялся. Дебютная попытка этого элемента у Саши состоялась в финале Кубка России среди юниоров в феврале 2017 года. Фигуристка показала новый элемент в произвольной программе и сразу сделала его чисто. А было ей тогда вообще 12 лет, такой вот прыжковый гений. На регулярной основе Саша включала Лутз Ридбергер в свой контент до российского этапа Гран-при 2019 включительно. Однако там она упала с Ридбергера в произвольной программе и после этого стала периодически кататься с более надежным Лутз тулупом. Последний же раз она исполняла Лутз Ридбергер на Кубке Первого канала в феврале 2021. Приземлила чисто, но по каким-то причинам все равно отказалась от элемента в олимпийском сезоне. Наверное, чтобы сосредоточиться на главной цели – прыгнуть 5 четверных. Получается, Саша прыгала этот каскад 5 сезонов, и за это время она продемонстрировала его на 26 стартах. В отличие от Алины и Ани, она не стремилась сделать его в каждой программе. В короткой вставляла его 8 раз, отдав предпочтение произвольной, где совершила 27 попыток. У русской ракеты самый высокий показатель чистого исполнения Лутз Ридбергера. 25 чистых каскадов из 35 – это 71%. Досадных бабочек столько же, сколько и у Ани – 2. Обе Саша допустила на Ридбергере в произвольной программе. Одну на мемориале Андрея Непелы в 2019 году, а вторую – на 4-м этапе Кубка России в 2020 году, где за бабочкой последовало еще и падение. Но всего падений на Лутз Ридбергере у Саши было немного. 4 штуки. А других ошибок, связанных с помарками на выезде и недокрутом, 5. Потерь каскада спортсменка не допускала, это очень важно.
Таким образом, якобы самая нестабильная фигуристка оказалась самой стабильной в исполнении сложнейшего каскада тройной лупс, тройной Ридбергер. Жаль, что Саша и ее тренеры исключили этот каскад из ее контента в олимпийском сезоне. Но может быть русская ракета вернет его в новом,